Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как ввести свою собаку во Вьетнам. Буду рассказывать на личном опыте. Если вы смотрите это видео, значит вы задумались о переезде во Вьетнам со своим питомцем. Обязательно посмотри мое предыдущее видео, где я отвечаю на часто задаваемые вопросы про жизнь с собаками во Вьетнаме. А теперь поехали! Итак, я перевозила своего пса из России самолетом 4 года назад. На тот момент самым сложным во всем этом процессе оказалось вывести собаку из России. Необходимо было получить справку, купить специальную переноску, забронировать место, ну и в принципе все. Вы получаете справку ветеринарки о том, что ваша собака может перелетать, что он ничем не болеет, что проставлены прививки, что есть чип. Когда вы приезжаете в аэропорт, вам необходимо найти отделение агроконтроль или что-то подобное, где вашу собаку регистрируют, подтверждают, что справка действительная, и с этой уже бумажкой вы идете на регистрацию. Бронировать билет для собаки необходимо заранее, потому что не во всех самолетах есть отсек отопления, и если, например, в самолете уже есть собака, то, скорее всего, вас не пустят. Оплачиваете госпошлину и все. Если ваша собака превышает допустимый в салон вес, то ее забирают в переноске вместе с чемоданами. Если же нет, то выносите ее с собой. Мой пес весил 12 килограмм, и на тот момент Аэрофлот можно было брать до 8 килограмм собаку с учетом веса переноски. Поэтому мой пес летел в багаже. Перелет из Москвы в Сайгон был около 10 часов, поэтому я на каждом этапе у всех сотрудников аэропорта спрашивала, что вот у меня собака летит, а вы там включили, что надо? Конечно, бывают кейсы, которые заканчиваются печально, но по идее есть специальный отсек с отоплением и также специальные крепила, то есть ваша собака не будет кататься по багажному отделению. Именно поэтому вам необходимо узнать требования к переноске, так как ее будут закреплять. А вот когда я прилетела во Вьетнам, то первым же делом я начала волноваться, где мне забирать свою собаку. Я подошла к сотруднику аэропорта не на визовом контроле, а просто который ходил, и он не говорил на английском, а вот мой вьетнамский на тот момент был как раз-таки уровня «ты дать мне собаку». Он все равно меня не понял и попросил дать паспорт. У моей собаки есть паспорт, потому что в России оформляют паспорт для питомца, где его фотография, там номер чипа и прививки. Когда он открыл паспорт и увидел собаку, он почему-то на меня разозлился, ну и сказал: иди сначала получай свою визу, а потом спускайся вниз. Как оказалось, мою собаку просто выгрузили с грузовой ленты, поставили вместе с чемоданами и все. То есть любой человек может подойти и забрать вашего питомца. Меня даже нигде не проверяли в аэропорту, поэтому я спокойно взяла свою собаку и вышла в город. Обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить интересные видео о жизни во Вьетнаме. Также подпишись в Инстаграм, там я рассказываю всякие секретики. С тебя лайк и комментарий, а с меня больше информации. И увидимся во Вьетнаме. Пока!